Корпорация Зенда Беркли, Калифорния. Пленник корпорации Зенда. Внимание! Проверка местной сотовой сети начнется через 15 минут. Ставлю сотню на то, что дядя Майк снова будет облизывать губы. Боюсь, об заклад он постучит пальцами. Привет. Привет, папа. Сегодня важный день. Да, я уже еду на тренировку. Тренер скажет, попали ли мы в плей-офф. Это в заливе, да? Да. Ты не против? Конечно, нет, Оли. А на работу тебя не взяли, да? Нет. Но в следующую пятницу у меня еще одно интервью. Что-нибудь найдется, не беспокойся. Ты иди играй, слышишь? Да. Слышу. Дамы и господа, для меня было честью представлять Томаса Гейтвика с момента, когда он основал компанию 20 лет назад. Приступим к чтению его завещания. Здорово, Оли. Тренер опаздывает. Как думаешь, мы прошли или нет? Ну, я надеюсь. Ничего, кроме бейсбола. Да. Вот он. Как главный акционер и основатель Зенды, в согласии остальных акционеров, я предлагаю назначить исполнительными директорами компании моего наставника и близкого друга, профессора Джонатана Вулли, и моего сына Руди Гейтвика. Поздравляю, Руди. Что? Ну, тренер. Мы не прошли. Все, это конец. Сегодня я хочу сообщить вам, что Венчура Кугарс только что проиграли Топанго Брейвс. Держись, Залив, мы едем. И мы сделаем этих бомжей. Ну, Руди, с тобой рядом Зенду ждет безоблачное будущее. Акционеры будут в восторге. Лучший программист Зенды наконец-то получит заслуженное признание. Точно. Уверена, на собрании акционеров все проголосуют за вас с профессором. Ага. Будет здорово работать вместе. О, спасибо, дядя Майкл. Ладно. Руди. Руди, тебе это, наверное, кажется тяжким бременем. Знаю, ты скучаешь по отцу. Мы тоже. Я рад, что он передал тебе большую часть акций. Значит, фирма в надежных руках. Профессору Вулли понадобится твоя помощь. Ну, сэр, парень не дурак. Что это значит, Бакстер? Я должен радоваться, что придется отчитываться перед 14-летним? Уже представляю. Простите, сэр, вы уронили свои часы с могучими рейнджерами. Извините, собрание пришлось изменить. Директор под домашним арестом. Нет, это не мой сын. Мальчишка подписывает мои чеки. Бакстер,
Моя задача — направить эту компанию на верный курс. Мой племянник, парень смышленый, но ему это не по плечу. К тому же, я теперь глава семьи. И это вполне логично. Великой компанией вроде Зенда должен управлять тот, кто помог сделать ее такой. Разве не Руди разработал операционную систему Zenda Turbo? Разработки без сильного лидера ничего не стоят. Мой брат был слабым. Чистая случайность, что мы стали такими успешными с ним во главе. Чтобы компания не развалилась, Зенде необходимо сосредоточиться на прибыли. И я это сделаю. Элис, ты не видела письменное разрешение? Мама его еще не распечатала. Раз ты здесь, может, распечатаешь его для меня? Не буду тебе мешать. Так. В чем дело, Оливер? Это всего лишь Windows 95. Знаешь, сделаю это позже. Бедный парень. Сначала мать умерла, а теперь и отца не стало. По-моему, мне не стоит уезжать. В конце концов, я его законный опекун. Сэр, сегодня он возглавил компанию. Думаю, Руди захочет и дома всем управлять. Но его отец умер всего 5 недель назад. Он знает, что вы будете за ним присматривать. В отделе разработки много людей, которые могли бы тебе помочь. Они уже помогли. Просто хочу проверить последний раз перед собранием. Тут все должно быть безупречно. Не волнуйся, Руди. Уверен, ты сумеешь их впечатлить. Надеюсь. Работать очень важно, Руди. Но на твоем месте мне бы уже понадобился отдых. Знаю. Боль пройдет только если ты не будешь замыкаться в себе. Если хочешь, можешь поехать ко мне. Мне нравится жить с кем-то. Спасибо, профессор Вули. Пожалуй, я останусь здесь. Чувствую себя ближе к папе. Я понимаю. Ну, тогда увидимся в офисе после школы. Спасибо, Артур. Пожалуйста, сэр. Эй, осторожно! Эй! Все нормально? Ты кому сигналишь? Тебе! Ненавижу агрессивных водителей. Пока, папа. Привет, Даги. Мне нравится куртка. Да, мне тоже. Эй! Бросай. Невероятно. А твой кузен умеет бросать? Умею. Хорошо, что ты был в перчатке. А то мог бы и руку поранить. Ну что? Наш новый босс сделал вчера домашнее задание. Привет, Дуглас. Доброе утро, Руди. О, привет, Фиона. Эй, ты. Как дела, милая? Отец Руди умер. Теперь он владеет компанией. За такие деньги. Да пусть мой старик умирает.
Кажется, автобус нашего нового исполнительного директора попал в пробку. Не будем так строги с парнем. Я предлагаю начать собрание. Мы все здесь люди занятые. Ладно. Спасибо, что пришли на это собрание. Сейчас я сообщу вам нечто невероятно важное. Возможно, решение слегка радикальное, но для компании так лучше. Я предлагаю вашему вниманию план спасения Зенды из нескольких пунктов. План спасения? Именно. Я составил прогноз. Для меня очевидно, что надо сделать, чтобы не повторить судьбу некоторых наших конкурентов. Все просто. По моим подсчетам, наша прибыль вырастет на 60%. Для этого мы урежем оперативный бюджет, перенесем наше производство в континентальный Китай, чтобы воспользоваться их рабочей силой. И давно необходимое сокращение местного персонала. Ты хочешь сказать, что наши работники, многие из которых с нами уже долгие годы, плохо делают свое дело? Я предлагаю то, что в интересах акционеров. В конце концов, на кону их деньги. Наша задача — защищать их вложения. И самая лучшая гарантия — это наши трудолюбивые, проверенные временем сотрудники. А ты хочешь от них избавиться? Вероятно, не все руководители разделяют твои благородные взгляды. Предлагаю устроить голосование. Пусть устраивает. Хорошо, Майкл, если ты этого хочешь. Все, кто согласен с предложением Майкла, скажите «да». Да. 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 Кто против? Нет. 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 Кажется, все ясно. Еще раз спасибо за интересное предложение, Майкл. Что-нибудь еще? Нет. Пока что нет. Спасибо за уделенное время. Здравствуйте. Мистер Гейтуик? Ой. Молодежь. Я это понимаю. Привет, ребята. Привет, дядя Майкл. Надо идти? Пока, Руди. Ну, Руди, у тебя новая должность. Ты бы не хотел угловой кабинет? Мне и здесь нравится. Ну, конечно. Веселая молодежная обстановка. Это стимулирует креативный процесс. Руди, я хочу кое-что с тобой обсудить. Если это насчет собрания наверху, профессор Вули мне уже звонил по этому поводу. Правда? Да, он поделился со мной твоими идеями. И? Дядя Майкл, по-моему, мой папа так не работал. Зенда — успешная фирма. Его подход был идеален для всех, нет? Конечно, я согласен. Но если бы твой отец ознакомился с моими последними прогнозами, он бы понял, что перемены необходимы. Эксперт по переменам у нас профессор Вули. Так что пусть он этим занимается. Они игнорируют голос разума. Если они не дают работать с ними, я буду работать против них. Пусть акционеры решат, кому управлять компанией. Думаете, они проголосуют против Вули и Руди? Хотя их кандидатуры предложил ваш брат? Не волнуйся об этом. У меня есть небольшой козырь в рукаве. Раз, два, три. Вперед! Тайгерс! Вы слушаете KZPZ. Добро пожаловать на трансляцию бейсбольного турнира корпорации Зенда. Локсли Эйс играет сегодня против Тайгерс и ведут со счетом 8-7. 9-й иннинг, зафиксирован 1 аут. Сейчас будет подача. У бьющего Роуза Беркла не получается попасть по мячу. Теперь мяч бросает питчер Мэтт Чепсон. Роуз Беркл отбивает мяч и начинает бежать. Ну же! Быстрее, быстрее, быстрее!
На поле выходит звездный отбивающий Оливер Гиллис. Для него это невероятный турнир с 20 очками и 3 хоумранами. Инфилдеры держатся близко. Мы ждем первой подачи. Питчер бросает во внешний угол. Гиллис не рад такому повороту событий. По-моему, это вполне обоснованно. Не проблема. Играем. 2. Давай, Оливер, не подведи меня. Вторая подача на Оливера Гиллиса. Гиллис отбивает мяч в небо. Лови, лови! И мяч падает на землю. Он мчится к базе. Давай, давай! Осторожно. Команды сравнялись. На поле выходит Дорти Бруэр. Болельщики напряжены, потому что у Тайгерс появился шанс выиграть, если Бруэр себя проявит. И у него получается. Бруэр бежит на первую базу, Оливер Гиллис на третью. Ну давай, давай. Мяч пойман. Но Гиллис уворачивается в прыжке и бежит к дому. Вот так, Оли. Молодец, беги. Беги к дому, беги к дому. 3. Он в безопасности. Тайгерс побеждает. Да, да. Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим следующим трансляциям этого чемпионата. Молодец, парень. Мы уже беспокоились. Это было неплохо. Я хочу, чтобы вы и дальше выкладывались на полную. Не бойтесь, тренер. Я не подведу команду. Рад это слышать. Вы все молодцы. Ну, парни, приехали. Здесь работает твой зять? Да. Получает 150 тысяч в год за то, что целует задницу своему боссу. Да. Боже, снова он за свое. Прачечная никому не нужна. Пошли. Да иди ты уже. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Эти ребята, они хороши? Скажем так, они лучшие, что я смог найти. Заходите. Мистер Гейтвик, познакомьтесь. Мне не нужны их имена. Вот код сигнализации. А теперь слушайте. Это надо сделать быстро и правильно. Акции корпорации продолжают расти после вчерашнего заявления. Академия Сент-Мэтьюс, выпускной класс 96-го года. Введите имя. Фиона Ричмонд. Я открою, Артур. Фиона? Привет, Руди. Ты что тут делаешь? Ну, я проходила мимо. Увидела, что у тебя горит свет, и... Можно войти? Не напрягайся. Я тоже хожу дома в пижаме. Ладно. Спасибо. В школе мы почти не разговариваем, но... Хочу, чтобы ты знал, мне очень жаль твоего отца. Спасибо. Хочешь выпить?
Ну, в смысле, не выпить, а... Ну, сока или молока. Лично я молоко не пью, только с хлопьями. Воды? Да нет, Руди, не надо. Эй, ты пойдешь на школьный парад в четверг? В четверг? Да. У меня кое-какие дела. Конечно. Ну, тогда увидимся в школе. Да. Да. Хорошо. О, Спасибо. А ты Кирк или Пикар? а? Пока, Руди. Не могу поверить, что она увидела меня в этом. Осторожно. Сенсор отключен. Простите. Принести вам горячего молока, чтобы лучше спалось, Руди? Молока? Я не пью молоко. Вы пили его сегодня утром, сэр. С этого момента никакого молока. Хорошо. Тогда я ложусь спать, сэр. Увидимся утром. Зовите, если понадоблюсь. Спокойной ночи. Пароль. Пароль. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Решетка, решетка. Что? Решетка. Бежим. Что это за место? Что за... Пошли. Заткнись. Включи свет. Тихо, идиот. Ты идиот. Заткнись. Стойте. Фрэнки, да. Дай ему мешок. Возьми. Ты иди в ту сторону.
Привет. Вы кто? Считай нас ангелами-хранителями. Да, мы хотим дружить с тобой. Фрэнки, куда собрался? Артур, тихо. Чем тише ты будешь, тем проще все пройдет. Давай, связывай его. Бадди, заканчивай уже. Так. Вот так. Возьми его одежду и валим отсюда. Доброе утро, сэр. Доброе, Артур. Руди уже позавтракал? Еще нет, сэр. Обычно он рано встает. Тогда надо его разбудить? Да, сэр. Миссис Кохран принесет ваш завтрак через минуту, сэр. Спасибо, Артур. Руди? Что это такое? Руди? Артур? Артур, ночью вы ничего не видели и не слышали? Нет, ничего. Я заглянул к нему перед тем, как он лег, сэр. Стекло. Тут что-то не так. Думаю, надо вызвать полицию. Среди вас есть профессор Вули? Да, это я. Распишитесь, пожалуйста. Спасибо. Что это? Я не знаю, сэр. Это Руди. Его похитили. Парень у нас. Если хотите увидеть Руди Гейтвика живым и здоровым, вы ничего не предпримете, пока мы с вами не свяжемся. Никаких копов или службы безопасности, иначе он умрет. В точности следуйте нашим инструкциям, а не то... Бедняга, он уже достаточно настрадался. Я вызову полицию, мне плевать на записку. Нет, подожди. Мне кажется, у нас нет выбора. Рекомендую считать их угрозу реальной и действовать соответственно. Ради Руди и компании мы должны молчать об этом. Надеюсь, что ты прав. Бог знает, что сделает Майкл, если узнает об этом. Я молюсь, чтобы с ним ничего не случилось. Обязательно было использовать сегодняшнюю газету. Мистер Гейтвик, через несколько дней вы будете управлять Зентой. Руди больше вам не помеха, а акционеры выберут новым лидером вас. Когда Руди объявится после собрания акционеров, будет уже слишком поздно. Он не сможет стать сопредседателем. Это против установленного порядка. К тому моменту за вас уже проголосуют. Они годами меня недооценивали. Но слабые они, не я. Мне не терпится увидеть лицо Вули. Кстати, где твой дорогой Шурин держит нашего вундеркинда? У них там какая-то хижина в лесу. Никто его там не найдет. Мелкий мерзавец всю жизнь не знал бед. Придется ему немного пожить в суровых условиях. Вам это не сойдет с рук. Кто вас нанял? Захлопни пасть, парень. Куда мы идем? Считай это отдыхом за городом. Мы отряд бойскаутов на воскресной прогулке. Эй! Если вы только что присоединились, это KZPZ с трансляцией чемпионата по бейсболу корпорации Зенда. Тайгерс играют с Ванкувером и ведут со счетом 6-5. 9-й ининг и 1 аут. Разумеется, победитель этого матча попадает в четвертьфинал. Звездно отбивающий Оливер Гиллис готовится... Это так раздражает. Глупо сидеть здесь, когда там настоящий кризис. Нельзя оставлять Зенду. Руди бы этого не хотел. Туда. Мы можем остановиться? Здесь... Мы сейчас должны сидеть в каком-то уютном домике. Но благодаря этому гению... Кто знает, где мы сейчас? Эй, перерыв 5 минут.
Иди сюда, парень. И не вздумай никуда убегать. А не то... Мои ноги меня убивают. Придурок. Зачем ты их нацепил? Ты не сказал, что надо надеть туристические ботинки. Ну, прости. Я забыл, что ты болван. На. Ладно. Где мы сейчас? Вот здесь. Где? Убери палец. Вот тут. Дай сюда. Надеюсь, ты знаешь путь, Фрэнки. Ладно. Идем дальше. Ну все, пошли. Пошли. Давай, Джои, покажи ему. Оливер Гиллис ждет на заднем плане, в то время как Джои Феррелл готовится отбивать. Феррелл отбивает на левую сторону поля, но у Джейсона Горсета получается поймать мяч. На площадку выходит Оливер Гиллис. И знаете, этот парень просто нечто. На протяжении этого турнира он показывает выдающуюся игру. Скорее всего, он станет самым важным игроком турнира. Давай, Оля, отбей как следует. Близится первый бросок. Он замахивается и не попадает по мячу. Неплохо, давайте. Нельзя вести себя подозрительно. Майкл ничего не заподозрит, пока мы тут смотрим матч. Еще один бросок. На этот раз он отбивает мяч. Эй, осторожно. Болельщик ловко ловит мяч. Взгляни на этого паренька. Какого? На Беттера. Что в нем такого? Мяч летит в левую часть поля. Господи. Ты видишь то же, что и я? Руки. Гиллис пытается добежать до третьей базы, но соперник касается его мячом. Невозможно. Давай проверим. Если Тайгерс намерен сдержать Ванкувер, им придется постараться в последнем иннинге. Руди. Что? Руди, это ты. Кто? Ты нас не знаешь? Простите, кажется, вы ошиблись. Мне надо бежать на поле. Но это же Руди. На поле выходит Ванкувер. Это их последний шанс в 9-м иннинге. Встречайте Билла Картера. Отбивающий Оливер Гиллис спасает команду. Следующий бэттер — Дэвид Бейли, не пропустивший ни одного мяча. Бейли отбивает мяч в правую часть поля. На поле игрок под номером 32 Рональд Маккорман. Он бежит ко второй базе, но Гиллис успевает бросить мяч своему партнеру. Так держать. Таким образом, Тайгерс побеждает Ванкувер со счетом 6-5. Тайгерс сделали это благодаря потрясающей игре Оливера Гиллиса. Тайгерс проходит в четвертьфинал. Сынок, надо поговорить. Что? Ты меня знаешь? Минутку. Вы ищете молодых талантливых игроков? Нет. Меня зовут Вули. А тебя, если не секрет? Оливер Гиллис. Это просто невероятно. Они как близнецы. Минутку. Я пойду, хорошо? Давай просто немного поболтаем. Это довольно важно. Все нормально, сынок. Мы спонсируем этот чемпионат. Хелен, стой! Папа, погоди. Итак, Оливер. Я управляю корпорацией Зенда. Ну, это не совсем правда. Я управляю ей совместно с кем-то вроде тебя. На самом деле, он почти вылитая копия тебя. Ребенок руководит компанией? Нет, он не просто ребенок. Он тот, на ком держится наша фирма. И он исчез. Исчез? Его похитили.
К сожалению, да, но мы его вернем. Но если сейчас кто-то обнаружит, что его нет, у нашей фирмы будут большие проблемы. Мы потеряем контроль над компанией, многие лишатся работы. А у этих людей ведь есть семьи, так что... Смысл в том, Оливер, что нам нужна твоя помощь. Моя? Мы хотим, чтобы ты какое-то время поизображал из себя Руди. И как я это сделаю? Выиграй нам немного времени, чтобы мы его нашли. Как я могу им притвориться? Я его даже не знаю. Мы все тебе покажем. Это может тебе понравиться. Сможешь жить в его доме. У него большой особняк с огромным бассейном, Оливер. С бассейном и громадный телевизор с 3 кабельными спортивными каналами. Можно весь день смотреть бейсбол. Ну, не знаю. А когда все закончится, хочешь встретиться с Сан-Франциско Джайантс? Вы можете устроить мне встречу с Джайантс? Ну, их менеджер — хороший друг полковника Запфа. А как же моя команда и чемпионат? Это займет пару дней. Ты успеешь на свой важный матч, освободишься даже раньше. Я не знаю. Нет. Я не хочу пропускать игры. Я так много ради этого трудился. Команда и тренер рассчитывают на меня. Ты можешь хотя бы подумать об этом? Ну, да, ладно. И, Оливер, что бы ты ни решил, пожалуйста, помни, это должно остаться между нами. Хорошо? Да, шеф, кажется, ничего не вышло. Не знаю. В этом парнишке есть что-то. Он может нас удивить. Алло? Папа, привет, это Оливер. Мой сын — звезда бейсбола. Как у тебя дела? Ну, сегодня мы снова выиграли. На шаг ближе к цели. Молодцом, Олли. Папа, а разве у тебя не... Сегодня было то интервью? Да, только что вернулся. Кажется, с ними ничего не получится. Вместо того, чтобы строить новый завод здесь, они будут делать это в Канаде. Да уж, это тяжело. Да, Олли. Если бы у тебя был шанс сохранить множество людей и работу, ты бы это сделал? Ну, конечно, сын. Даже если бы пришлось отказаться от чего-то важного. Ну, мало что важнее, чем содержание семьи. У тебя все нормально, Олли? Да. Да, я просто размышляю о всяком. Ладно. Не буду тебя задерживать, папа. Ты там? Да, сынок. Передавай маме привет. Возможно, похитители. Вули? Привет, это Оливер Гиллис. Мы сегодня виделись на стадионе. Да, Оливер. Я так рад, что ты позвонил. Ага. Насчет нашего разговора. Я согласен. Но я хочу кое-что у вас спросить. У вас есть вакансия для моего папы? Он уже давно не может найти работу, и он хороший человек. Ну, это не проблема, у нас масштабное производство в Лос-Анджелесе. В Зенда всегда найдется место для хорошего человека. Круто. Ну что, все довольны? Пора выходить на связь. Итак, дорогие акционеры, с вашего позволения... Нет.
С вашего благословения моя команда берет на себя руководство компанией. Стоимость акций Зенды достигнет новых высот в течение следующих 12 месяцев. Неплохо, очень хорошо. Поместье Гейтвиков. Ровер-1 вызывает Биг Чиз. Ровер-1 вызывает Биг Чиз. Птичка в гнезде. Птичка в гнезде? Эй. Ну да? Иди протри пыль. Птичка в гнезде. Это был не я, идиот. Простите, мистер Гейт... мистер Чиз. Просто хочу, чтобы вы знали. Птичка в гнезде. Я это уже слышал. Еще что-нибудь? Нет? Ну хорошо. Завтра в то же время. Ну да. Итак, давайте спать. Кроме тебя, бойскаут. Первая смена твоя. Смотри, чтобы наша птичка не улетела. Да. Где уборная? Где уборная? А теперь повторите. Где уборная? Где уборная? Не возражаешь? Повторяйте. Где уборная? Где уборная? Ого. Он тут живет? Возможно, это будет не так уж неприятно. Артур, это молодой человек, о котором я рассказывал. Ого. Боже мой. Сходство невероятное. И все же работа у нас по горло. Да, сэр. Насколько большой этот дом? Большой. Но всему свое время. Сюда, Оливер. Кто это? Это мистер Хаус. Прошу. Просто чуть укоротить. Да. Эй, не смейте трогать мои волосы. С такой прической тебе никто не поверит, Оливер. У Руди волосы короче. Он хоть умеет стричь? Лучше парикмахера нигде не найдешь. Ну что ж, приступим. В ближайшие пару дней тебе придется научиться жить как Руди. Также тебе придется близко познакомиться еще с одной вещью. Что это? Это твой новый лучший друг. Это наш компьютер с операционной системой Z2000. Вы ничего не говорили про компьютеры. Наша компания их производит. Руди не может не разбираться в компьютерах. Он наш главный программист. Я ничего в этом не понимаю. Все дети разбираются в компьютерах, разве нет? Ничего не выйдет. Оливер, подожди. Стой. Я понимаю, ты раньше никогда не пользовался такими штуками, да? Да. Знаешь, у каждого есть право чего-то бояться. Я всегда боялся спорта. Поэтому я восхищаюсь теми, у кого к этому естественный талант. Но ты не слишком хорошо ладишь с нашими электронными друзьями. Так что давай мы с тобой договоримся. Поступим так. Если в ближайшие 3 дня ты не перестанешь бояться компьютеров, ты свободен. Вернешься в свою команду, и мы все равно возьмем твоего отца к нам работать. Согласен?
Ну ладно. Дорогой тренер, извините, у меня кое-что случилось. Мне надо ехать домой, семейные обстоятельства. Вернусь к главному матчу. Не волнуйтесь, все нормально, я вас не подведу. Оливер. Да, тренер, это Оливер. Оливер, где ты? Я дома. Вы же получили мою записку? Да. Я звоню, чтобы сказать, что нормально добрался до дома. Ты меня, конечно, шокировал, Олли. Надеюсь, что ты разберешься со своими проблемами. Да, хорошо, что я приехал. Тут небольшие семейные проблемы. А твой папа там? Да, он тут. Сейчас дам ему трубку. Тренер Уилсон, хочу, чтобы вы знали. Без акцента. Тренер Уилсон, хочу, чтобы вы знали, Оливер добрался в целости и сохранности. Мы отправим его обратно как можно быстрее. Элис? Прекрати шуметь, я разговариваю. Слушайте, тренер, мне надо идти. Оливер, иди сюда. Ну, тренер, вам придется выиграть пару матчей без меня. Но в главной игре я вернусь. Пока. Иерархия корпорации Зенда крайне важна. Самый главный у нас ты. Заметь, что у вас теперь одинаковые прически. После тяжелого учебного дня можно прийти сюда и поплавать. Неплохой бассейн. Майкл, вроде как твой дядя. Дальше у нас отдел маркетинга и финансов. Ты должен вести себя естественно, Олли. Дальше список учителей. И твои одноклассники. Дуглас, сын дяди Майкла. Вундеркинд Руди Гейтвик. Пойдем. Ладно. Ну, Оливер, пришло время работать. Я не чувствую себя как Руди. Они сразу поймут, что это не он. Помни, ты много всего выучил. Ты готов? Мы знаем, что ты справишься. Мне бы ваша уверенность. Погоди, ты забыл обед. Олли берет его с собой каждый день. Эй, как ты, Руди? Ладно, Сэм, можно ехать. Эй, Руди! Чего ты там стоишь? На обеде надо поговорить, обсудить расширяемый цифровой диск. Надо будет уточнить характеристики, ладно? Ладно. Привет, Руди. Привет. Решил к нам заглянуть? Здорово было с тобой поговорить. Ты заблудился? Альцгеймер уже проявляется, Руди. Дуглас. О, извини. Прошу прощения. Эй, ты сегодня какой-то не такой. Правда? Да, в тебе есть что-то странное.
Серьезно? I've got it. А, понял. You don't have your Ты не security badge прячешься with за экраном. you. Don't have the laptop out Ноутбук and не на running, huh? партии, как-то странно. But hey, Но still свою got that стильную really коробку для classy завтраков не lunchbox. забыл. What? Что, Starting to find old Rudy more Руди тебе interesting than кажется me? интереснее, чем я? Try it. Toaster's more Даже interesting тостер than будет you. поинтереснее тебя. Что? All right, everyone, not Так, to дети, worry. не Your much волнуйтесь, beloved ваш любимый teacher учитель has истории returned. вернулся. Douglas, Дуглас, I bet you were ты, hoping конечно, I ran off надеялся, to что я Tijuana сбежал with в Miss Тихуану McDonald. с мисс Макдональд. Yes, sir, I did. I Да, hope сэр, you had a good надеялся. time. Вы хорошо отдохнули? Looks like we may be playing that Похоже, мы будем with играть с the этими LA. слабаками из Лос-Анджелеса. Maybe we should Нам be надо wimpy стать like такими же them. They've only слабаками. won their last Они 8 выиграли games. 8 матчей подряд. Ну, что скажешь? У этого винчестера скорость передачи данных 7 мегабайт в секунду. Well, Надо же, у нас тут ежедневное собрание парней с ручками в карманах. and look, it's their А chairman. вот и их председатель. Smart-ass Мой cousin кузен, умник Руди. Look at me. Посмотри на меня. Now look at А you. теперь на себя. I can't believe Не we're могу related. поверить, что мы Who'd have родственники. Кто бы мог подумать? Yeah, I'm ashamed of it. Да, мне тоже стыдно. guessed? At least my family По has the крайней genes мере, where моя it really семья counts. успешна в том, что действительно важно. Sports. В спорте. I was wondering Мне about всегда было интересно. probably the same Это genes that потому, gave you the что IQ у of a тебя baseball, IQ, как у бейсбольного мяча? it. What did he say? Что он сказал? IQ, как у бейсбольного мяча. Что нашло на Руди? You can joke all you want, Шути, Rudolph. сколько влезет, Рудольф. I'm gonna win my Я school сделаю нашу championship. школу чемпионами. That's an experience you'll Тебе never это have. никогда не ощутить. Тайгерс побеждает Сан-Хосе Редс со счетом 4-2. О, Руди, ловко ты его поймал. Это было клево. Ничего себе. Rudy, Руди, thanks. спасибо. My pleasure. Пожалуйста. Thanks, son. Спасибо, сынок. Oh, no problem. Here you Без go. проблем. Ловите. Нет. I'll come down Я again. спущусь за ним. How's it going? Руди, привет. Rudy. Руди, Rudy, Руди, you друг, need an image, тебе man. нужен новый имидж. You gotta loosen up. Тебе надо немного расслабиться. Ага, Okay, вот так. let's see what I can do. Посмотрим, что можно сделать. Wonder how Oliver did. Интересно, как успехи Оливера? Professor? Профессор, I'm sorry. I прости, just can't не stop могу не thinking думать о about том, what через Rudy что might be предстоит going пройти through Руди. I believe the А boy has a по-моему, у spring in парня his есть step. голова на плечах Вули. Well, Ну что, Oliver, Оливер, how was как your прошел first первый day день в as роли the great великого imposter? самозванца? Well, Ну, I gotta tell you, должен признать, this Rudy guy у has этого вашего possibilities. Руди есть потенциал. Oh, Смотрите, look, it's это an земляничник Arbutus Менсиса. menziesi. What? Что? It's a giant arbutus. Гигантский земляничник. It's just a big tree. Это просто большое дерево. The kid still thinks he's on a freaking Пацан nature думает, что мы на hike, прогулке, Leon. Леон. You know, Знаете, you guys что у вас look a усталый little вид. tired. Wanna take a rest? Не хотите отдохнуть? Да, Nice of the kid to give us парень молодец, что дал нам отдохнуть. Shut up! Заткнись, bonehead. придурок. He ain't giving us nothing. Ничего он нам не давал. I'm the one in charge here, Я right? здесь главный. Ясно? Rudy, Руди, take a break. отдохни. Yes, sir. Да, сэр. Frankie, Фрэнки? Да? we've been out here 2 Мы здесь days, уже 2 дня. Да? and I don't think you have a По-моему, clue ты where даже не that cabin подозреваешь, is. где эта хижина. And you know something? I Знаешь что? just bet we've been walking Готов around in поспорить, мы circles. ходим кругами. Give me that map. Oh, Дай мне no, карту. no, we're not Нет, walking. мы не ходим кругами. You see here? Смотрите. Можно? Yeah, thanks. Да, спасибо. See, Смотрите, right мы here, this сейчас is where здесь. we are, right on Это the main главная trail. тропинка. And
Right А up вон there, там that's, находятся that's where горы. the mountains are. And here, Вот, here's the mountain. вот эти горы. Oh, yeah. А, Yeah, I да. knew that. Да, я это I знал. made it, sir. Не сомневаюсь, сэр. Да. That means the cabin is probably Значит, хижина в 15 15 miles милях that в way. той стороне. All right. Хорошо. Let's go. Пошли. Let's go. Okay. Пошли. Ага. А если он ничего не скажет к завтрашнему дню? Папа, я перезвоню позже. Дуглас, сынок, как жизнь? Хорошо. Можно ли твою машину? Хорошая попытка. Обсудим это через пару лет. Как я понимаю, твой кузен Руди исчез. Вчера, но сегодня пришел. Что? Он стал какой-то странный. Сегодня он пришел? Да, я только что это сказал. И я хочу его убить, он очень странный. Мы сейчас говорим про твоего кузена Руди, верно? Да. You want more, Frankie? Хочешь еще, Фрэнки? Хватит, парень, живот уже набит. Yeah. Да? Hello. Алло? Что у вас там происходит? We're over one here. Ровер один на связи. Кто спрашивает? Представьтесь. Черт, ты знаешь, кто я такой. Gotcha, Big Cheese. Понял, Биг Чиз. Где паренек? Он здесь, рядом. Мы заставили его приготовить нам ужин. Надеюсь, это правда. Правда? On the level? Правда? Wait a minute. Минутку. Bring the kid. Пусть парень подойдет. Иди, пацан. Come on. Ну. Say your name, kid. Скажи, как тебя зовут. О, я... Say it Ну, now. говори. Rudy Gatwick. Руди Гейтвик. How's that? Ну, как вам это? Он подписал документ? We were gonna Мы take care of собирались that сделать это завтра. Только обязательно сделайте. Разве это возможно, Бакстер? Клянусь Богом, мерзавец здесь. Мистер Гейтвик, Леон же сказал вам, что мальчишка у них. Откуда взялся второй? Секундочку. Привет, Руди. Кажется, наши соперники нашли двойника. Что? Настоящего двойника? Пусть наши ребята позвонят старику. Когда он услышит голос мальчишки, напугается как следует. Да, сэр. Мой тебе совет. Звони в полицию. Почему они до сих пор не позвонили? Что им нужно? Мы не можем больше ждать. Бог знает, что они делают с беднягой. Помните, как только мы позвоним в полицию, мы раскроем наши карты перед Майклом. Возможно, он уже знает. Когда отец Руди был жив, он не давал Майклу распуститься. Кто знает, что он сейчас затеял? Майкл? Даже он бы так низко не опустился. Зав слушает. Ну, не знаю, долго ли нам удастся водить их за нос с помощью двойника. Это они. Вули слушает. С вами хочет поговорить один дружок. Professor Woolley? Профессор Вули? Руди? They told me to tell Мне you велено сказать, что я в безопасности. you should do everything Вы they должны say. во всем их слушаться. Listen to me, Wooly. There's three of Слушайте, them. Вули, их трое, мы сейчас в городе. Руди? Слушайте, вы привезете 10 миллионов долларов непомеченными купюрами 27 числа. Место и время мы назовем позже. И не вынуждайте нас обижать парнишку. Если вы его тронете, я сделаю так. Похоже, решение было принято за нас. 27 числа? Это же на следующий день после собрания. Как я рад вас видеть. Знаю, вы ждете мой ежедневный отчет, я все расскажу. Но видели бы вы, что я только что видел? Команда Академии очень сильная. Они очень хороши. А у Дугласа отличный бросок. Но наша команда... Думаю, мы можем их сделать. Великолепно, Оливер. Похоже, ты начинаешь вживаться в образ. Я знал, что ты сможешь. Тогда, возможно, тебе легче будет переварить то, что я скажу тебе сейчас.
Что? Кое-что случилось. Вероятно, мы будем нуждаться в тебе чуть дольше, чем мы рассчитывали. How long? Насколько дольше? По крайней мере, до собрания. Вы сказали, что на собрании выступит с речью Руди. Оливер. Руди выступит с речью на собрании. Whoa, that was not Эй, part of об the этом deal, мы даже man. не There's no договаривались. way. Ну уж нет. Won't you let me Дай explain? You said we объяснить. just Мы sort of узнали, что had не to можем put пока back вернуть time. Руди. Не моя проблема. Пожалуйста, послушай, Оливер, это будет легко, мы все доступно тебе объясним. Это из-за компьютера. Рано или поздно ты к нему привыкнешь. Я не хочу к нему привыкать. Забавно. Не думал, что ты легко сдаешься. I ain't a quitter. Я не сдаюсь. Besides, И вообще, I forgot there's more than я just me забыл, at что stake речь here. сейчас не только обо мне. Do you remember when you Ты first помнишь, joined the как ball присоединился team? к своей команде? You weren't their star Ты hitter же right не away, сразу were стал you? звездой. No, Да, I can hardly я hit a едва ball. мог попасть по мячу. Yes, well, I know Да, the я feeling. тебя понимаю. But you didn't let it scare Но you тебя away, это did не you? напугало, так ведь? Now today, И ты стал You're the best лучшим player on the игроком team. команды. won't you have a little Разве faith ты не in можешь us поверить в нас and in yourself? и в себя? Well, Ну, Professor, профессор, I guess tomorrow we can. наверное, завтра roll the можно будет computer сесть за out and компьютер boot и it down. подрубить его. There's a spirit. Вот это я понимаю. Put it down. Подрубить. At least I'll be back in time По for the крайней мере, я championship. успею вернуться к финалу. I hope so. Надеюсь на это. Ну? Так, попробуй отбить пару мячей. Майк, руки держи выше. Ну, ребята, покажите класс. Давайте, давайте. Молодцы, парни. winning, you guys. Отличная была победа. Еще лучше было пропустить ради нее английский. Okay, let's show him what old Rudy can Покажем им, do. на что способен старик Руди. Okay, Rudy, just do your best. Руди, просто постарайся. Come on in, it's only Давай, это всего лишь Руди. Don't get too cocky, Не ladies. слишком задирайте носы. Сегодня вы едва выиграли. Но выиграли же, тренер. Замолкни и иди в душ. Easy out here. Ну, берегись. Ого. Rudy, Руди, you want some kind of ты new пьешь vitamin? какие-то новые витамины? Better get back. Лучше отойдите. Who the heck is that? Черт, кто это такой? Can't believe this. Вы только посмотрите. I can't believe this. Не могу в это поверить. Ты молодец, Руди. Нам надо поговорить как мужчина с мужчиной. That's enough, son. Хватит, сынок. Step over here for a second. Подойди на секунду. You're Rudy Gatwick, aren't you? Ты Руди Гейтвик, так? Yeah, Да, это я. come we haven't seen you Почему я play никогда не видел, как ты играешь? I don't know. Не знаю. How'd you like to play for the Хочешь team? попасть в мою команду? The same Matthews? Сейнт we're a little light on Мэтьюс? power hitters. Да, нам не хватает Oh, хороших no, I беттеров. can't. Be on the Нет, field я не tomorrow. могу. Завтра на поле в 3. Oh, last semifinals Кстати, on Friday. последний See you полуфинал в tomorrow. пятницу. Увидимся завтра. I just hope the boy can pull it Надеюсь, у off. парня получится. The Z2000 Если они не одобрят doesn't go over, Z2000, у фирмы будут большие проблемы. Does he realize Он the speech знает, might что not после be the end выступления of все I didn't закончится. have the heart to tell Мне не him. хватило духу сказать And ему. this just От makes it этого worse. становится еще хуже. Thanks, Arthur. Спасибо, Артур. Well, Ну, видимо, медовый месяц закончился. Oliver, come on in. Нет, Оливер. Заходи, заходи. The colonel and I, we Мы were с just полковником talking как about раз тебя вспоминали. you. So, Ну, how was your day? как прошел день? well, Было It was достаточно interesting. интересно. Anything happen? Что-нибудь случилось? well, I'll be playing for the St. В пятницу Matthews я team буду on играть Friday. за Сейнт Мэтьюс. Playing, Играть? but if St. Но Matthews если Сейнт wins on Мэтьюс Friday, победят в that means they're пятницу, going to они the попадут в championship. финал. And, И, I'm afraid that's not боюсь, all. это еще не все. We won. Мы выиграли. That's great. Это замечательно. What? Но
Хотите сказать, если Сент-Мэтьюс выиграет в пятницу, мне придется играть против них, когда я вернусь в свою команду? Надеемся. Но я точно не могу играть за Сент-Мэтьюс. Слушай, ты должен играть за них. Ты Руди. Просто не играй как Оливер. Нет. Просто постарайтесь скорее спасти Руди. О, понял. Надо было свернуть налево на прошлой развилке. Да прекрати ты уже. Признай, Фрэнки, из-за тебя мы заблудились, да? Будет вам. Слушайте, завтра в это время я хотел бы сидеть в хижине. Хорошо? Завтра? Да? А что в этом такого? Завтра собрание акционеров. Я бы на твоем месте об этом не беспокоился, пацан. Точно, парни? Ну, что ты можешь? Давай, Даги, он твой. Полегче, полегче. Бросай уже! Ты чего, Руди? Будь внимательнее. Вперед, Руди! Сосредоточься, друг. Покажи ему, Даги. Сделай это, Даг. Осторожно, Дуглас. Я не хочу, чтобы кто-то еще попал в больницу, ясно? Простите, тренер. Не волнуйся, Руди. Этот бросок будет простым и медленным. Очень смешно. Первая база. Вторая. Беги на вторую. Да! Не знал, что Руди умеет так бить. Ладно, на сегодня хватит. До встречи. Ага. Ты это видел? Я скоро приду, подожди. Хорошо. Точно? Да. Руди, О, привет. в последнее время ты меня удивляешь. Правда? Я рада, что ты наконец-то даешь Дугласу отпор. Ну, по-моему, он это заслужил. Да, ты прав. Жаль, что мы толком не познакомились. Мы можем это исправить. Почему ты готовишь хуже мальчишки, а? Заткнись. Так, давайте с этим заканчивать. Парень, ты должен кое-что подписать. Прямо сейчас. Что это? Неважно, что тут написано. Просто поставь закорючку там, где отмечено, и все будет путем. Я так не думаю. О, неужели? А мне кажется, что у тебя сейчас нет выбора. Отец говорил, что никогда ничего не подписывать, пока я не прочту финальную версию. Ребята, подписывай. Я это не подпишу. Ну все, позвольте мне его отлупить, босс. Я последние 15 миль мечтаю ему врезать. Давай, только ты и я. Стой, давай. Биг Чиз запретил нам его мутузить. Не волнуйся, мы сделаем по-своему. Так, в 10 нам надо выйти на связь. Я скажу ему, что если ему нужна подпись на бумажке, ему придется позволить нам действовать по-своему.
Не бойся, парень. Ты в безопасности. Пока что. И в этот момент профессор пригласит Руди, то есть тебя, на сцену. Дождешься окончания аплодисментов и начнешь свою речь. И, Оливер, не забудь о... Да. Ладно. Привет. Я хочу поприветствовать вас на сегодняшнем... Давай я. Нет, спасибо. Вижу, подготовка к завтрашнему собранию акционеров идет гладко. Можно присоединиться? Ты Майкл. А ты Руди. А я профессор Вули. Неплохо иногда бывает напомнить себе, кто мы такие. Руди готовился репетировать свою речь. Руди? Да. Посмотрим. Все хорошо, Руди? Да. Если тебе с этим не справиться, я готов заняться презентацией вместо тебя. Спасибо, Майкл, в этом нет необходимости. У мальчика был тяжелый день. Уверены? Это очень важно. Руди и сам справится. Мы будем придерживаться плана. Хорошо, господа. Вы, конечно, знаете, что если возникнут оплошности, последствия могут быть катастрофическими. Не волнуйся, Майкл, мы прекрасно знаем о последствиях. Еще раз спасибо за беспокойство. Ты прав, мне не нужно нервничать. Мы все знаем, на что способен Руди. Уверен, он лучший кандидат. Думаете, он что-то заподозрил? Бакстер, друг мой, они думают, что обманули нас, но это даже лучше, чем мы надеялись. Завтра днем их Руди опозорится на глазах у акционеров. А я буду рядом, как рыцарь в сияющих доспехах. И спасу положение. А это, разумеется, наши три клоуна. Алло. Биг Чиз, Ровер 1 на связи. Я слушаю. Наша птичка превратилась в весьма гадкого стервятника. Что это значит? Мистер Гейтвик... Не произноси это имя. Не волнуйтесь, мальчишка спит. Майкл? Слушайте, если хотите, чтобы он переписал на вас компанию, вам придется позволить нам немного отлупить его. Вы там? Сделайте это. Только чтобы следов не осталось. Мистер Чиз, приятно иметь с вами дело. Алло? Алло? Черт. Я говорил Бадди, чтобы он зарядил эту штуку перед уходом. Ну что, Рита, сегодня мы с тобой вдвоем.
Hello? Алло, Hello? Алло. Hi. привет. Who is this? Кто это? Rudy? Руди? Yeah. Да. Hi. Привет. This is a surprise. Вот так сюрприз. Yeah, well, Ага. this for me too. Для меня тоже. I couldn't sleep. Я не мог заснуть. Me neither. Я тоже. I'm glad you called. Я рада, что ты позвонил. Да? Well, yeah. Да, Is everything all right? все хорошо. Yeah. Да. Just, Просто хотелось с кем-нибудь поговорить. you don't mind, do you? Ты ведь не против? No. We can Нет, always мы talk. всегда можем поговорить. Well, good. Хорошо. Do you ever, А ты... do you ever not know У what тебя the бывает heck you're чувство, doing? что ты не знаешь, что делаешь? Well, yeah. Да, A lot. часто. It's only Я human. же просто человек. So it's all right if Rudy Это Gateway нормально, feels если that way Руди too. Гейтуик так себя чувствует. He's only human. Он тоже просто человек. Thanks. Спасибо. No problem. Не за что. Sweet dreams. Спокойной ночи. You too. И тебе. Так. Так. Okay, I can do У меня получится. У меня все получится. Come on. Ну давай. Уже почти. Давай же. Yes. Да. Oh. Так. Here goes nothing. Сейчас что-то будет. Зенда приветствует всех участников ежегодного собрания. Пожалуйста, следуйте инструкциям сотрудников. Собрание проходит в северном зале. Здравствуйте. Майкл Гейтвик. Привет, Майкл Гейтвик. Здравствуйте, Майкл Гейтвик. Зенда приветствует вас. И помни, правильно говорить дисковод. CD-ROM. Дисковод, хорошо. О, привет. Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать на 23-е ежегодное собрание акционеров корпорации Зенда. Я Энн Броудер, вице-президент отдела маркетинга. На участках с 1 по 10 никаких проблем. Ладно, по крайней мере, начало неплохое. Майкл, что ж, вот все и началось, да? Думаешь? Ну что скажут наши акционеры, когда внезапно поймут, что перед ними не то, что они думают? На что ты намекаешь? Мы оба знаем, на что. Кажется, у нас тут не один Руди, а два. Это был ты. Что вы такое говорите, полковник? Разве это я обманываю людей, которые доверились нам и вложили деньги в нашу фирму? Если Руди у тебя, и у него с головы хоть волос упадет, в чем ты меня обвиняешь? Вот же Руди стоит вон там. Надо звать Оливера, так или иначе, следующий выступает он. Что ж, без лишних слов, для меня честь пригласить на сцену одного из исполнительных директоров Зенды, Джонатана Вули. Как-то раз дежурил я на 634-м. Хорошие пончики. Да, отличные. У меня тогда была собака. Что за... Пробей-ка номер. Ну вот, этот кусок дерьма. Нам не помешало бы его починить. По мне так это 5.11. Ага. Не говоря о 3.12 или 7.18. Да, возможно, даже 4.23. Давай узнаем.
Вы не представляете, как я рад вас видеть. Это твоя машина, сынок? Нет. Офицер, я Руди Гейтвик. Водительские права. Права? Но мне всего 14 лет. Итак, с вашего одобрения, наш управляющий и другие сотрудники приложат все усилия, чтобы фирма продолжила развиваться. Я знаю, что для Томаса Гейтвика рост и развитие Зенды были важнее всего. Не обращай на него внимания, сынок. Что бы ни случилось, мы с профессором признательны за все, что ты сделал. По крайней мере, это скоро закончится, да? Руди Гейтвик, да? Просто приложи максимум усилий. Вы же вернете парня завтра, верно? Мы на это надеемся. Надеетесь? Слушайте, я же не могу притворяться им до конца жизни. Для меня честь пригласить сюда. Пошли. Человека, который покажет вам наш новый компьютер Z2000. Никто иной, как сын основателя нашей компании, мистер Руди Гейтвик. Если вы завтра не вернете Руди, я пропущу финал. Не совсем. Ты все равно сыграешь за Сент-Мэтьюс. Что? Оливер, твой выход. Мужайся, сынок, мы с тобой. Послушаем, что он скажет. Он слишком нервничает. I would like to Я welcome бы you хотел all to поприветствовать today's вас на сегодняшнем exciting event. мероприятии. A lot of Наши terrific work сотрудники has gone проделали into sending us великолепную работу при разработке bold, новой дерзкой bold линейки new line of компьютеров. computers. The new Новый hyper-speed сверхскоростной CPU центральный процессор, is our latest наш technological последний advance, технологический прорыв. complete with an Он enhanced включает в себя virtual расширенную memory. виртуальную память. На такое я даже не надеялся. Our new modems С помощью наших новых модемов пора заканчивать это печальное, некомпетентное выступление. Спасибо за чудесную презентацию, Руди. Я Майкл Гейтвик. Uncle Michael? Дядя Майкл. Ого. Cousin, Кузен? what took you? Опаздываешь ты, Cousin? кузен. Thanks, Uncle Michael. Спасибо, дядя Майкл. Take it from here. Дальше я сам. Надо же, а парень действительно тот, за кого себя выдавал. Я знал, что раз он починил наш компьютер, он какой-то компьютерный гений. Sure, you all Всем must be вам, wondering конечно же, интересно, что же what's going on. происходит. I think even Professor Думаю, Woolley was a даже little профессора surprised by Вули это this. слегка удивило. But it'll all be cleared up in the next Через day or пару two. дней все прояснится. In the meantime, А пока with что the assistance я of my продолжу cousin, презентацию, и поможет мне I'll continue this мой presentation. кузен. Here it is. Я The представляю Zenda вашему Z2000. вниманию компьютер Z2000. Okay. Итак, As my cousin was saying, the как Zenda уже сказал мой кузен, Z2000 мы was разработали designed to Z2000 как outperform, самый мощный, outdistance, быстрый и and высокотехнологичный simply outdo every компьютер на personal сегодняшнем computer on the рынке. market. With our new optical able Наш 8-speed новый оптический CD-ROM. восьмискоростной дисковод. Show 'em. Покажи им. Zenda brings removable Позволяет вам storage into хранить the 21st информацию на century. внешних носителях. The 892 Кабельный kilobaud модем со cable TV скоростью modem 812 provides a килобит real-time позволяет link в to the любой internet. момент выйти в интернет. Now, these are some of the features Эти и that place другие the функции делают Z2000 years Z2000 ahead of самым competing мощным и models. удобным компьютером And as нашего you can времени. see, Как видите, it is нежелание Zenda's идти refusal to кратчайшим cut путем corners позволяет that has allowed Зенди us to remain оставаться number one. фирмой номер один.
И поэтому нам необходимо, чтобы вы проголосовали за команду под руководством профессора Джонатана Вули. Если бы мой отец был сегодня с нами, то он попросил бы вас о том же. Спасибо, Руди. Кузен Руди. Мы с вами только что увидели компьютер Z2000. Думай что угодно. Это еще не конец. Нет, это конец. Узнаешь это? Не нужно читать. Ты знаешь содержимое, дядя Майкл. Только имена поменялись местами. Я тебя умоляю. Этой фальшивой бумажкой меня не напугать. Мистер Гейтвик, если хотите, чтобы они переписали на вас компанию, вам придется позволить нам немного отлупить его. По-моему, 403. 5-й пункт. Вот так история. Я в шоке. Боже мой. Молодчина, Руди. Кстати, я Оливер. Привет, Оливер. Спасибо, что выиграл нам время. Двойники помогают арестовать похитителей и спасают Зенду. Что? С вами Кейзи Пизи. Это трансляция финального матча чемпионата корпорации Зенда. Начало 9-го ининга. Сент-Мэтьюс Джайантс ведут с небольшим отрывом в матче против LA Тайгерс. И звездный питчер Дуглас Гейтвик только что вывел из игры очередного соперника. Выходит первый бейсмен Тайгерс Чарли Роузмеркл. У Роузмеркла сегодня были проблемы с быстрыми бросками Гейтвика. Зрители в восторге от матча. Более драматичный финал и не придумаешь. Давай, Чарли, не подведи. Оливер Гиллис ждет своей очереди, а Гейтвик готовится к броску. Да, он прикидывается парнем, который в это время был где-то в лесу. Отдыхал? Нет, он был заложником. Заложником? Ты ничего про это не говорил. Наступает ответственный момент для Чарли Роузмеркла. Подача прямо в... Милая, пожалуйста, я все тебе расскажу позже. Ладно? Покажи им, парень. Вперед, Чарли! Солидный удар в правую часть поля. И да, он достигает базы. К выходу готовится Оливер Гиллис. Молодец, парень. 9-й иннинг, 2 аута. У тебя получится. Иди и играй. Я не подведу команду. Давай, Оли. Оливер Гиллис сумел сегодня заработать хоум-ран и дабл. Я знаю, мы должны болеть за Сент-Мэтьюс, но... Покажи им, Оливер! Тайм-аут. Тайм-аут. Тренер Джайантс требует тайм-аут. Дуглас, я хочу, чтобы ты его пропустил. Пропустил? Вы с ума сошли? Мы не можем рисковать. Я знаю, что могу его переиграть. Просто пропусти его. Тайгерс! Тайгерс! Дуглас Гейтвик показывает сегодня отличную игру с 7 очками. Роузмеркл напряженно ждет, а Гейтвик ждет сигнала кетчера. Высокий бросок. Бу! Гиллис даже не успевает отбить мяч. Толпа очень разочарована этим броском. На табло 1-0. Гиллис готовится отбивать очередной мяч. Роузмеркл все еще на первой базе. Давай, Оли. Да.
Бросок во внешний угол. Видно, что Гиллис изо всех сил пытался попасть по мячу. Douglas says you're Дуглас white говорит, ты trash. просто нищета. He's gonna Он shut тебя you разнесет. down. Don't bet Это on мы it. еще посмотрим. Гейтвику нужен еще один успешный бросок. Douglas, don't Дуглас, shoot. не смей. Роузнеркл все еще на первой базе. Оливер! Оливер! Гейтвик начинает замахиваться. Я ни за что его не пропущу. Гиллис отбивает мяч. Мяч летит в левую часть поля, прилетая над головами пары аутфилдеров. Он падает. Это очень удачный удар. Хоумран. Роузнеркл с легкостью добегает до дома. Команды сравнялись, теперь все зависит от Гиллиса. Гиллис бежит. Ситуация очень напряженная. Бросок на базу, но слишком запоздалый. Но Гиллис очутился в ловушке. Беги сюда. Нам нужен хоумран. Хоумран! Гиллис бежит к базе. Прыгай и скользи, малыш. Прыгай и скользи. Да, Да, ты можешь. 3. Он в безопасности. Потрясающе. Прыжок со скольжением приводит к хоумрану и победе Тайгерс. Это невероятное окончание матча. Тайгерс становится победителями чемпионата корпорации Зенда, обыграв Giants со счетом 8-7. Скоро мы обсудим все лучшие моменты, а сейчас слово нашему спонсору. спасибо, пап. Так ты жил здесь? Да? Неплохо. Но я уже готов вернуться домой. Oliver, Оливер, we've been looking for а you. мы тебя ищем. Oh, yeah? Да? We want you to do Мы us a хотим favor. попросить тебя об одолжении. You gotta be Это kidding. что, шутка? We'd like for you to have У this. нас для тебя кое-что есть. What's this? Что это? That is 1000 Это shares of 1000 Zenda акций stock Зенды за for services предоставленные rendered. услуги. You hold on to Не those, they should продавай put их. you through С их college помощью quite ты легко nicely. сможешь оплатить колледж. Ты теперь богач. And there's something И else. это When еще you не get все. home, you should Когда find придешь something домой, waiting тебя for будет you. ждать сюрприз. Твой собственный компьютер Z2000. Thanks, guys. Спасибо, ребята. Now, is there anything else? Мы можем для тебя еще что-нибудь сделать? Well, Ну, you haven't forgotten. вы же не забыли. You mean you're Вы offering me a job? предлагаете мне работу? There's always room for good Компании people. Зенда всегда нужны хорошие люди. Да. Милый. This way. Сюда. Well, Что ж, it's good to have you home, рад, Rudy. что вы вернулись домой, Руди. Hey, Oliver! Эй, Оливер, Whoa, Эй, hold up. погоди. You know her? Ты ее знаешь? Да? Hey, Привет. привет. Yeah. Да, в общем, What a- пойду We're gonna go возьму get some себе of those что-нибудь puffy поесть. yeah. Ага, I'll see you later. увидимся позже. Ладно, Yeah. да. Now, what was that? Зачем ты это сделала? Это за то, что помог Руди. Well, it was my pleasure. Я был рад помочь. I just want to know when. Я хочу задать тебе один When you вопрос. said that Когда you ты wanted to get to сказал, know me что better. хочешь узнать меня получше, Were you talking as Rudy? ты говорил от лица Руди Or или от своего? Well, I was, Ну, во время разговора я был с собой, пожалуй. Oh, hey, Эй, Oliver. Оливер. I'll, Позже поговорим, ладно? Конечно. Ну, okay. ладно. Пока. He's dreamy. А он красавчик.
Which one? Кто из них? Both of them. Да оба. It's pretty unbelievable, Довольно huh? невероятно, да? This whole thing? Ты про эту историю? Yeah. Да. Never had many У меня real friends. никогда не было друзей. True friends. And Настоящих друзей. just never seemed to have the time. Никогда не было на них времени. I was wondering, Я хотел узнать. maybe Возможно, мы с тобой можем стать друзьями? I'd like that. Я только за. You know, you can come up here Ты можешь anytime you приходить want. сюда в любое время. Seems to me there's a lot of people who'd По-моему, like to see тут you многие again. будут рады You know, тебя I have видеть. to if you ever Мне want to придется learn to приходить, golf. если ты хочешь научиться играть в мяч. And if you want to learn how to И use если it, ты хочешь научиться пользоваться you компьютером. know, Знаешь, Руди, this could be the beginning of a это really может cool стать friendship. началом очень крутой дружбы.